Сегодня поговорим о дружбе и как поближе сойтись с корейцами. Да, я вам расскажу некоторые хитрости, но начнем, конечно же, по порядку. Да, что же такое дружба и почему в какой-то период жизни, а скорее всего вы слышали это от уже студентов института, они говорят, что дружбы нет. Ну, по порядку. Да, в Корее есть раздельное обучение. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Они могут встретиться либо на территории старшей школы, либо только в институте. А раньше даже и институты были раздельные. И пугаться броменсов и сестринцев не надо. И по факту, пока вы в школе, действительно вера в дружбу будет, и будет очень большая, как и у нас. Но, как и все мы уже знаем, взрослые люди, что с возрастом, конечно же, дружба немножечко раскидывает нас по миру, и общение сводится на что-то вроде «привет, пока». И здесь младшая школа, средняя школа, старшая школа и институт — это 4 группы друзей, как минимум по 30 человек, с которыми ты все равно будешь вроде как дружить, в хороших отношениях и со временем, конечно же, ходить на встречи выпускников. И вот тут начинается тот самый момент, что есть друзья, а есть best friend. И здесь best friend'ов, ну, практически нет. То есть это большая редкость здесь, и поэтому даже знакомые, как бы, это те люди, с которыми ты уже, да, просто так, может, ты пойдешь выпить, но какие-то более крупные секреты своей жизни ты точно не расскажешь. Это, как говорится, анен сара, но они все равно тебя назовут чунгу, потому что это некрасиво называть кого-то, с кем ты явно проводил много времени, анен сара. Поэтому в большинстве случаев, если вы переписывались с иностранцем, точнее с корейцем, и он будет вам швырять на английском периодически фразу friend, 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 не удивляйтесь этому. Для них это, в принципе, абсолютно нормальная фраза. Вес этой фразы полностью не всегда понимают, либо как бы пытаются быть паль-ноль сарам. То есть это люди с большим количеством знакомств. Чем больше, тем лучше. Не забывайте еще и такую маленькую вещь, что дружить с иностранцем здесь тоже все еще как бы вау, престижно. Не то чтобы даже престижно, сколько это экзотика. Поэтому в большинстве случаев, конечно же, с вами попытаются быстрее подружиться, либо там уже вот такими вот фразами швыряться, хотя при всем том человек на самом деле не будет так близок. Понять, насколько он сильно близок к вам, вы сможете путем его же общения, его же действий. Поэтому начнем. Как вы понимаете, возраст имеет значение, и даже разница в 1 год возымеет на это огромное влияние. С вами будут разговаривать на ее минимум, если у вас разница в 1 год, либо там 2-3 до 5 лет, вы можете, в принципе, надеяться на этот вариант, и с вашей стороны тоже было бы хорошо так делать, потому что если вы будете швыряться по анмалям, без ее хотя бы, это по первости, конечно, нормально, но потом вам будут делать замечания, что, мол, вот почему ты со мной так общаешься, я ведь старше тебя, либо мое положение выше, если у вас один и тот же возраст, и вот в таком духе они будут намекать. И, ну, как бы это слишком открытые намеки, скорее всего, будут намекать своим выражением лица. Они, конечно, будут улыбаться, но вы явно почувствуете настоящую улыбку и натянут. Поэтому, в принципе, нужно быть очень осторожными. Разница в год здесь тоже имеет значение. Рано или поздно, если вы будете здесь находиться более длительный срок, чем полгода и год, на вас это тоже возымеет влияние. Ну, как на меня, потому что для меня до сих пор иногда становится большой проблемой, даже общение на русском языке, я выкаю, мне тыкают, и это действительно отпечатывается здесь абсолютно так же. То есть, если ты здесь очень сильно уважительно общаешься в течение долгого времени со своими же друзьями, это показатель того, что вы не становитесь ближе. То есть, йокай-то, пожалуйста, йокай, панмалька это, то бишь без йо, пожалуйста, если тебе разрешили, но если это йо или им не да проходит уже достаточно долгое время, человек не переходит на новый уровень общения и все еще на йо, и без объяснений, почему все еще на йо, это показатель того, что человек явно либо не хочет с тобой становиться ближе, либо слишком воспитанный, либо он просто не знает, как еще общаться. Да? Потому что здесь, в Корее, общение очень сильно строится на 3 вопросах, которые, я думаю, все догадываются, какие это: имя, возраст и где учишься или работаешь. То есть полностью за 3 вопроса можно понять социальный статус. Если в одногодке вы еще будете мериться, кто старше, кто нет, это здесь в Корее нормально, потому что там месяц разницы, день разницы, час разницы, если кто-то помнит время, здесь действительно тоже возымеет место быть, хоть вы будете одногодки. Но как только начинается разница в год, все, только на йо. Если вы начинаете на панмале,
прежде чем вам разрешили. Это нехороший тон, это показатель того, что ты, в принципе, не уважаешь собеседника, и это не есть хорошо. Особенно, если это разница еще и в 10 лет, и тебе явно не давали такого красивого разрешения. Была ситуация, женщина старше была меня на 10 лет, я, естественно, с ней общалась на им-не да. Это был не сервис, когда ты работаешь в сервисе на им-не да, с им-не да необходимо общаться. Естественно, если ты со старшим общаешься, тоже им-не да, с им-не да нужно использовать. Но если этот человек, кто старше тебя, явно хочет быть с тобой ближе, то общение на им-не да и с им-не да обижает. Поэтому не надо швырять в него панмали и даже ругательства, если вы хотите обидеть человека, с которым вы вот только недавно общались на ее хотя бы, да, или те же самые панмали, вы можете начать общаться с ним холодным образом на им-не да и с им-не да, и это даст понять, что вы отталкиваете человека. То же самое вы можете понять относительно себя. В принципе, это действительно может быть стенкой определенной, которую либо ты поставил не знаючи, либо ее поставили специально, чтобы как бы ты через нее не прошел, но это можно понять, то есть тебе либо скажут, либо дадут знак. От вас могут отсесть, от вас могут держаться какой-то вот такой стороны, потому что вас еще не знают. Вы экзотика, вы диковинка, да, многие захотят с вами уже обниматься, там еще что-то. Вы же можете это позволить, тут это нельзя, особенно с девушкой. Тут общение очень строго в этом плане, девушку ты лишний раз не тронешь, трогать ее лишний раз тоже нельзя, это этикет ай-яй-яй, да, можно увидеть, ребята там в парочках держатся за ручки, там он ее сверху обнимает как-то, да, это максималика. Но среди друзей они только кланяются, это в редких случаях будут обнимашки среди корейцев. А тут иностранцы, тут можно обнять девушку или там парня без проблем, да. Если вы потянетесь еще по щекам целовать, вы получите оплюху как минимум. Тут был момент, был бибой, девушку хотела обнять, а та ему пощечину отвесила за то, что он, ну, как бы ее домагивался, а он просто подружки хотел обнять. Нет. Им не даст, понятно, людям, кто старше, если вам разрешат, естественно, на ё, панмаль это только среди друзей, и если, естественно, пошла именно такая уже, как говорится, свистопляска, и чтобы, естественно, стать ближе к этому человеку, с которым ты общаешься, учишься, или просто вы там ходите в один и тот же клуб или случайно познакомились, есть несколько способов, а точнее целых 3 основных способов, которые, ну, я не знаю, помню, меняются с годами. Первый способ, самый простой и, наверное, распространенный, я думаю, он даже отпечатывается по факту на рабочих уже буднях, потому что многие вещи, на самом деле, из жизни школьника переходят на институтскую жизнь, а потом уже и на рабочую жизнь. То есть, конечно же, сходить и вместе выпить. Как минимум это станет ближе, потому что корейцы не могут ничего такого рассказать, пока не выпьют. Это вот есть такая фишка, то есть как только выпивают, у них развязывается язык. Вариант номер 2 это, конечно, перекурить с человеком, как говорится по-индийски, пыхнуть. Но опять же, это такая вещь, которая может быть даже недоступна всем, но действительно люди пыхают, становятся ближе. Обычно это прям двойная атака, то есть выпил, покурил, вообще шикардосно. И последний, третий вариант, сходить с ним в туалет. Да, как бы это странно не звучало, но это тоже почему-то здесь сближает. Но что же делать тогда, когда выпить вы не можете, и курить-то вы не курите, и тем более вы не можете пойти в туалет с человеком, потому что вы противоположного пола? Можно сблизиться и с таким вариантом, потому что есть еще таких 2 способа, как если вы пацаны, то стопудово писибаны, маленькие поигрульки, вас точно сблизит, если вы девочки, то, конечно же, это шопинг вас сблизит, а если вы противоположного пола, то желательно, чтобы у вас были одинаковые хобби. Они помогут вам сблизиться, это раз. Ну и, конечно же, это немножко более долгое время займет, но из-за того, что вы иностранец, может пройти гораздо быстрее. Поверьте мне, если даже есть такой момент, что ни то, ни другой, ни третий, ни пятый не получается, то рано или поздно вы все равно сблизитесь, и они вас позовут домой покушать. А это еще одна из степеней дружбы. Ну, если, конечно, только не родители позвали, в плане того, что они экзотику такой не видели. Нет, если это действительно было приглашение от чистого сердца, значит, с вами хотят сблизиться. Дальше, конечно же, влияние друзей, даже с учетом того, что вы можете быть уже в институте, своя голова на плечах тоже есть. Есть. У них даже есть гэг-шоу, где над этим местом прикалываются. Джура называется, то есть, ну давай, сделай, ну что ты. Когда влияние друга на тебя все еще действует, когда говорят, ну давай, сделай, да что ты, Джура, Джура, и тогда там, ну вот в таком вот варианте, ты же можешь, ты же крутой, там, да, то есть тебя подстегивает тем, что ты крутой.
То есть тебя уважают, то есть это тебя подстегивает на действие, даже если ты на самом деле не хочешь, и у тебя денег у тебя нету, тугын, вот, поэтому это тоже может иметь определенный ха-ха, поэтому в гэг-шоу это немножко осмеяли, но здесь это есть, и действительно, друзья, которые best friend, о которых я уже говорила, они на вас имеют влияние, поэтому с возрастом, конечно же, вы теряете какое-то количество друзей, и они становятся знакомыми, но все равно будете их называть френдами здесь. Переходя во взрослую жизнь, мы тоже теряем огромное количество их знакомых и друзей. Здесь это в большей части очень сильно, потому что 4 места, где ты учился, соответственно, это 4 группы людей, где-то по 30 человек, и ты теряешь с каждым из них, в принципе, вот это вот более близкое общение, то есть best friend, остаются только друзья. И получается, что к моменту X у тебя остается огромное количество знакомых, которые рано или поздно могут попросить помощи, либо пригласить на свадьбу. То есть все сводится, к сожалению, в большинстве случаев на вот такое вот общение. Здесь к моменту X растворяется как бы понятие дружбы настоящее, остается вот просто слово, поэтому они им швыряются как нефиг делать, хотя в момент школы, конечно же, все дружат искренне, естественно, по-настоящему, там, до конца жизни и так далее. Теперь вы в курсе, что такое дружба, почему она исчезает к определенному возрасту, скажем так, да, почему остается только пара-тройка друзей, ну и как именно с ними можно подружиться поплотнее и стать больше похожими на best friendов, чем просто типа «я экзотика». Да, теперь вы в курсе. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поставить пальчик вверх. Нажмите, между прочим, вот там на колокольчик, да, иначе вы новое видео можете пропустить. Ну и до новых встреч. Пока-пока.